Привет, меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу гейш в Японии. Начать я хочу с важного объявления. На днях каналу исполнился 1 год. Да, спасибо за поздравления. И спасибо, что смотрите. Не хотелось бы вас терять, конечно, но начиная со следующего видео, канал переходит на белорусский язык. Как долго это продлится, я пока еще сам не знаю. Посмотрим, как пойдет. Субтитры будут. Я в последнее время на 4 языках субтитры выкладываю, в том числе и на русском. Жаль, если вы решите отписаться, но надеюсь, хоть какую-то важную, полезную информацию о Японии вы благодаря мне получили. Пока отписываться не торопитесь, посмотрите вот это видео. Оно получилось очень интересным, отвечаю. Ну что, погнали. Киото – это родина гейш. Поэтому помимо обычных людей в кимоно, здесь встречаются и гейши. Иногда настоящие, а иногда и не настоящие. Да, порой обычные девушки гримируются под гейшу и в таком виде ходят по городу. Кто-то так делает для красивой фотосессии, кто-то из-за увлечения данной темой, а кто-то так развлекается, например, туристки. Поэтому ощущение, что в Киото гейш много, на самом деле ошибочное. Вот это один из салонов, где создают образ гейши. На примере нашей Йошики сейчас и посмотрим, что это вообще такое. Гейша, человек искусства, или гейко, дитя искусства, это артистка, которая развлекает клиентов танцами, песнями, беседами, играми, ведением чайной церемонии, игрой на музыкальных инструментах и многим чем еще. Гейши появились примерно в 18 веке, и еще 100 лет назад их насчитывалось около 20 тысяч. Но сейчас, говорят, их не больше 1000. Есть несколько причин такого упадка. Во-первых, сама профессия устарела. Такие развлечения уже не интересны современному японцу. Плюс многих современных девочек пугают строгие правила обучения. Ну и к тому же есть нехватка опытных наставников и специалистов по макияжу и прическе для гейш. Кстати, несмотря на строгие правила внешнего вида гейш, от прически до кимоно, в таких туристических салонах эти правила иногда нарушаются. Делается это специально, чтобы подчеркнуть, что гейша не настоящая. Эта студия называется Киото Майко. Майко – это ученица гейши. Сейчас из нашей Йошики делают именно майко. Таким словом называют учениц гейш в Киото, а в Токио используют слово хангёку. Токийские и киотские гейши имеют и внешние различия. Например, в Токио сначала красят губы, а потом белят лицо, а в Киото наоборот, отчего цвет лица более контрастный. В майко клиенты ценят молодость и красоту, а в гейшах в первую очередь опыт. Поэтому гейшам после 30 белить лицо не обязательно. Также, в отличие от гейш, майко не используют парики. Но, как я уже говорил, в таких студиях некоторые правила игнорируются. После макияжа девушка выбирает себе кимоно. Вот это кимоно больше характерно для гейш, чем для учениц, так как тон спокойный и рисунков немного. А вот пояс Оби завязан правильно,
потому что свисает сзади, а не собран как у гейш. Еще несколько аксессуаров, и можно выходить в город. Ну как, めっちゃ恥ずかしいな。 красотка? 人がいっぱい見てるから。 Говорит, все смотрят. Как-то стесняется вообще. Юрка наш тоже стесняется. Не просто стесняется, боится. Ходил первые 2 минуты, закрывал лицо руками. Мы сейчас находимся в районе Гион. Это самый известный район гейш, не только в Киото, да и во всей Японии. В старые времена, да и сейчас, в Токио ученицам майку можно снимать жилье. В Киото до сих пор они должны жить окия. Окия. Это специальное место для гейш. Раньше гейши могли всю карьеру построить, точнее не построить, а прожить в окия, но лучше иметь дана, то есть мужика-спонсора, которые могут постоянно башлять и снабжать ее красивым кимоно, аксессуарами, что позволяло ей быть популярной в ее профессии. Любовные отношения с данным были не обязательны, но обычно они были. У кого-то не было данов, а у кого-то их было несколько. Семью гейши заводить запрещено, поэтому если она собралась выйти замуж, то должна покинуть профессию. Сейчас из-за обязательного среднего образования в ученицы гейш идут после 18, а в былые времена уже зрелыми гейшами могли стать девочки лет 15. Переход из ученицы в гейшу сопровождался обрядом взросления – мидзуаге, то есть потери девственности. Сейчас такого, конечно, уже нет. Назад. Сегодня наша Йосика прям звезда. Все на нее смотрят, фотографируют. Думают, что настоящая гейша. Но она сразу предупреждает. Я подделка, говорит, но все равно все восторгаются. Кстати, отвечу, наверное, на самый интересующий всех иностранцев вопрос. Были ли гейши проститутками? Вряд ли мой ответ вас устроит, но и да, и нет. То есть, когда профессия гейши сформировалась окончательно, то есть был придуман свод правил четких поведения гейши, подкрепленный законом, то да, тогда уже гейшам вступать в интимные связи с клиентом нельзя было.
Но когда это все формировалось, когда только все появлялось, девушки допускали себе всякое. В общем, процесс там непростой, долгий, в двух словах нельзя сказать, но я попробую. Предшественницами гейш были также артистки с белым макияжем, красивым кимоно. Они также развлекали клиентов искусством, но, выражаясь современным языком, были элитными эскортницами. То есть, помимо прочего, предоставляли и интимные услуги. В Токио они назывались ойран, а в Киото – таю. Они обслуживали только высокую аристократию. Но с развитием промышленности и морской торговли богатеть стали люди с родословной попроще, и запросы у них были попроще. Поэтому произошло разделение таких артисток на куртизанок, юдё и гейш. Но разделение это произошло не моментально, поэтому первое время там все было вперемешку. Даже среди гейш были широ-гейша, что значит белая, то есть чистая, недотрога, и короби-гейша, опрокидывающая, то есть та, которая могла торговать телом. Внешне тоже были различия. Например, у куртизанок кимоно было ярче и пояс завязывался спереди, что означало доступность. Вообще первыми гейшами были мужики, актеры театра кабуки. Они играли роль шутов и разогревали клиентов перед приходом куртизанок. Сколько стоит такой косплей? Ну, все зависит от количества услуг. Если только фотосессия в студии, то примерно $110. За 130 сфоткают и во дворе, будто в японском саду. За 150 можно час погулять по городу. За 250 фотосессия во время прогулки. У нас на все про все ушло примерно 3 часа. По полчаса на макияж, кимоно и фото, час на прогулку и полчаса на переодеться. Ну все, закончили только что. Смотрите, Ешика стала обратно нормальной. Ну, в смысле нормальной. Она всегда красивая. Вот. В любом макияже. Начался дождь, так что мы вовремя вернулись на самом деле, потому что дождь гулять не разрешают. А это достаточно большой минус. В общем, если вам понравилось, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь, колокольчик, все дела. Ну, мы побежали прятаться от дождя. Ну а пока.